Приветствую, господа и господа, мы в студии, как обычно, Морд, и сегодня мы поговорим с вами о новой рейдовой системе, о ее плюсах и минусах, о том, как она обманывает новичков, да-да, и потенциально может порушить экономику. Поэтому присаживайтесь поудобнее, хватайте что-нибудь вкусненького пожевать, потому что мы начинаем. И поскольку у меня есть и хорошие, и плохие новости, я начну с позитива, а то меня постоянно ругают за то, что я только все обсираю и ничего не хвалю. И главная хорошая новость, у нас наконец-то, не прошло и 12 лет, как появился функциональный полноценный рейдовый интерфейс. Кто уже рейдил, помните вот эти бесконечные порталы в аэродроме. Ну все, можете про них забыть, потому что их больше не будет. Как не будет и путаницы, потому что теперь в нужный энкаунтер можно будет попасть реально по нажатию одной кнопки. Когда RL запустит инстанс, всем участникам рейда придет поп-ап, который предложит присоединиться напрямую в сам рейд. Больше не нужно будет порталиться в аэродром и ждать, пока соберется группа. Отныне можно будет заниматься своими полезными делами, например, собирательством или крафтом, или доделыванием, скажем, недельного джампинга, а потом мгновенно отправиться на покорение боссов, не теряя драгоценное время. Это офигенный quality of life, который мне безумно нравится. А нравится еще и потому, что теперь можно будет выбрать прям конкретного босса, которого вы хотите отпиздить. Это значит, что можно будет пропускать такие душные и никому уже не всравшиеся ивенты, как Эскорт, Twisted Castle, Ворота в седьмом крыле или перебежку между Велгардианом и Горсевалом. Да, это небольшая потеря денег и LI, но то время, которое вы сэкономите, определенно того стоит. Также этот рейдовый интерфейс позволит запускать бывшие страйк миссии, а теперь уже новые рейдовые миссии, одной кнопкой без портала в локации Icebrood Saga, Arborstone и так далее. Поп-ап не будет точно работать в PvP зоне, в World vs World зоне, в Homestead и в лобби фракталов, потому что эти локации считаются отдельными инстами и они как бы оторваны от основного кора игры. Но тем не менее функция останется в глобальных хабах, таких как, например, Mistlock Sanctuary, останется в Home инстансах, которые находятся в столицах, и все еще она очень-очень полезна, несмотря на некоторые ограничения. Также в игре появится функция квикплея, которую сначала тестировали во фракталах, она там себя зарекомендовала, вроде как даже понравилась игрокам, и теперь ее вводят в рейды. Но если ты, дорогой мой зритель, думаешь, что теперь наконец-то таки сможешь попробовать боссов, которых раньше не мог посмотреть из-за высоких требований к киллпруфам, Хуй тебе! О, такой! потому что, сюрприз-сюрприз, старые страйк-миссии теперь считаются рейдами, и в режиме квикплея будут как раз-таки они. А именно там будет Aetherblade Hideout, Whisper of Jormuk, Bone Skinner, Cosmic Observatory, Temple of Fib, Junkyard, Old Lion Court и Caning Overlook. То есть, по сути, новичкам, которые ждали эту опцию, чтобы начать осваивать боссов, нарыгали прямо на старте. Для них рейды останутся заблокированы за определенным порогом киллпруфов, потому что сейчас никто практически не учит новых игроков рейдить, ну буквально за исключением пары гильдий. Это меня очень сильно раздражает не столько потому, что я какой-то там невъебаться альтруист и хочу, чтобы как можно больше людей научилось рейдить, а потому что банально эта функция могла бы привлечь новых игроков и вернуть часть старичков, которые забили на рейды. Сейчас буквально такая ситуация, что рейдит 1,5 землекопа. Ты заходишь после ресета в понедельник или вторник в ЛФГ, и там народу нет. Если у тебя нет статика, ты можешь там буквально часами сидеть, искать нормальные сквады, которые предложат что-то адекватное, чтобы в них зайти. И это не потому, что ты какой-то элитист, который хочет исключительно с топами ходить рейдить, а это потому, что ты ценишь свое время. И ты не хочешь тратить там по 5-10 траев на Велгардена, когда можно было за это время уже 1,5 крыла закрыть. С другой стороны, на какое-то время число рейдеров действительно вырастет, потому что ArenaNet обещали с боссов новые награды. Давайте поговорим о них. На днях проходил стрим разработчиков, на котором чувак из офиса рассказывал, что же такого нового они добавили в рейды. Суть в том, что теперь на Думу, Деймоса и Твин Ларгос запилили новый лут. С первого может выпасть скин на Skyscale, такой зеленовато-черный в стиле Дума. Со второго новая инфузия, ну а с близнецов будет падать соответствующий тоник на Кинут и на Никара. Пока что не совсем понятно, будут ли эти контейнеры сразу персональными или их можно будет продать на аукционе, но сам факт того, что добавили что-то новое, он очень радует. Самое интересное в том, что эти боссы не будут иметь внутреннего кулдауна, то есть ты сможешь буквально до посинения их фармить, то есть убил, перезапустил инстанс, пошел снова зафармил и так далее, и так далее, и так далее, пока не надоест. Каков будет шанс выпадения нового лута с такими условиями, не совсем понятно, потому что, судя по всему, довольно низкий.
примеру, с Горсевала тоже падает инфузия, она, ну, не супер редкая, но, естественно, дропается не каждую неделю и не всем участникам рейда. Но с Горсевала лут еженедельный, то есть ты открываешь сундук только один раз. Возможно, я упустил этот момент, или на него просто не было ответа на стриме, но вот этот сундук, который содержит в себе ключевую еженедельную награду, он так и останется еженедельным, а generic дроп с босса, то есть какие-то там зеленые-желтые шмоточки, магнетит шарды и еще что-то подобное, можно будет получать постоянно и таким образом фармить. Вопрос только, зачем? В таком случае нужно будет постоянно запускать одного и того же босса, потому что, ну, честно говоря, вот этот вот лут из маленького сундучка, который после босса остается, он не стоит потраченного времени, если ты не открываешь большой сундук с ценной наградой. Возможно, я этот момент упустил, потому что если лут реально можно будет лутать постоянно с каждого нового килла, то шанс выпадения инфузий и скина будет минимальный, либо они будут сразу персональными, чтобы не перенасыщать рынок. Пишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях, возможно, я где-то ошибся, поправьте меня, и я тогда этот коммент повешу в закреп, чтобы люди смогли сразу почитать ценную и полезную информацию. Ну и, конечно, то, что будет падать тоник с близнецов, это просто потрясающе. И у меня нет цензурных слов культурных, я пытаюсь сейчас найти в своей голове что-нибудь, потому что польза от этого лута, она просто стремится к нулю. Тоник, я думаю, будет интересен только каким-нибудь коллекционерам, ролеплейщикам или извращенцам. Польза лута, просто ценность стремится в космос. Прям уже, знаете, захотелось вот 2 денечка безвылазно пофармить Твин Ларгас, вот чтобы их получить, эти тоники. Настолько офигенное разнообразие дропа, настолько классные идеи. Хуета. От чего реально будет польза, так это от вендора, которого добавляют. Это будет еженедельный торгаш, который будет стоять в аэродроме. У него будет продаваться много всякой всячины, но нас, по сути, интересуют 4 вещи. Первые 2 это 2 праймера для расходников. Они покупаются разово и будут стоить по 5000 магнетита и 250 элай каждый. Так что все опытные рейдеры купят их в первый же день. Что это значит? Для тех, кто не знает, праймеры действуют 12 часов и продлевают действие еды или точильных камней на весь свой срок действия. То есть, если вы съели праймер и следом за ним соответствующий расходник, то расходник будет там вместо часа или 30 минут висеть 12 часов. Если у вас праймер уже какое-то время потикал, и там у него осталось, к примеру, 4,5 часа, то новая еда будет висеть 4,5 часа. И так далее. Логика здесь очень простая. Эти расходники будут бесконечные, и плата за их использование будет составлять что-то порядка 50 магнетита. И это просто охуенно. Потому что, давайте будем честны, 50 магнетита это даже не 500. Это вообще ни о чем, особенно если вы используете разных персонажей на кондишены павер-боссов, и вам, по сути, даже не нужно свитчить еду. То есть вы съели праймер на одном персонаже, съели праймер на другом персонаже, закинулись нужной хавкой, и у вас просто, ну, при хорошем раскладе на 2 недели висит одна и та же еда, и вам будет хватать. Ну, конечно, если вы занимаетесь какими-то другими активностями, то закончится срок действия быстрее. Но опять же, еда полезна везде. И во фракталах, и в рейдах, и в страйк-миссиях, и даже в открытом мире кто-то ест. Какой в этом может быть минус? Минус может быть для тех, кто занимается крафтом и продажей расходников. Потому что если мы рассмотрим ситуацию, когда у всех рейдеров появится праймер, а он появится очень быстро, потому что магнетит по сути некуда расходовать, кроме инфузий, то цены на еду очень сильно упадут. Почему это произойдет? Потому что вместо положенных получаса или часа еда будет висеть по 12 часов. То есть она будет висеть либо в 24, либо в 12 раз дольше. Следовательно, и покупать новые расходники будут в 24 или в 12 раз реже. Понятное дело, что не стоит ждать падения цен прямо в пол, прям в бронзу, потому что сами компоненты для этих расходников стоят по несколько серебра каждый, и продавцы будут сохранять какую-то минимальную наценку, чтобы выходить в плюс. Но в первые дни я предполагаю, что цена может довольно сильно просесть, как это произошло с эктоплазмой, когда появились зеркала Visions of Eternity. Что может забалансить эту тему? Забалансить эту тему может, если сами производители расходников перестанут выкладывать в большом количестве свои штуки на аукцион. Но этого не произойдет, потому что небольшой доход все еще лучше, чем никакого дохода. Поэтому, скорее всего, цена снизится. Не является инвестиционной рекомендацией. Однако, если вы занимаетесь крафтом и продажей еды, точильных камней и так далее,
Посмотрите на этот рынок сейчас, подумайте, что вы можете с этим сделать, интересно ли вам что-то с этим делать, потому что, возможно, вам откроются какие-то новые перспективы торговые. Я не гарантирую, что цена пойдет вниз, но мне кажется, это очень и очень вероятно. Второй полезный бонус, который я увидел на стриме, это покупка мистикоинов и мистикловеров за магнетит. Мистикловеры и так можно было покупать у рейдового торговца, однако количество еженедельных покупок было ограничено 10. Теперь их будет 15, потому что сюда приходят мистикловеры, которые можно было покупать в страйк-миссиях за профит-шарды, или как там называлась эта валюта, по-моему, профит-шарды. И сюда же пришел вендор мистикоинов, который тоже был только в страйк-миссиях, однако теперь он будет продавать монетки за магнетит. Как это может повлиять на рынок? Это может повлиять следующим образом. Сейчас гораздо большее количество людей получит доступ к мистикоинам, потому что их можно будет покупать за магнетит, хоть и с ограничением еженедельным. Однако, я думаю, что здесь ситуация будет не такая плачевная, как была с эктоплазмой, потому что мистикоин гораздо более ценный предмет, и многие люди сохраняют его для того, чтобы крафтить редкие скины, легендарки и так далее. Поэтому, возможно, цена все еще упадет, но не так сильно. По крайней мере, я прогнозирую, что останется в пределах привычный нам. Но тут еще надо учитывать тот факт, что мистикоин стоит 2-2,5 голды, а эктоплазма стоила 50 серебра. И когда у тебя цена падает на 20-30 серебра в контексте 50, это ощутимое падение. Когда у тебя падает на 20-30 серебра в контексте 2,5 голды, это все еще заметное падение, но уже не такое критичное. Ну и, наконец, последний, но не менее важный бонус — это еженедельный сундук, который можно будет купить за магнетит и киллпруфы. Это, по сути, гэмбл очередной, осуждаю. Гэмблить плохо, ребята, не надо, это вызывает зависимость. Но что в нем интересного? С него можно будет полутать Ascended Shmod, инфузии, а также такие полезные штуки, например, как Gift of Orin или прекурсоры первого поколения. Теперь давайте чуть пристальнее посмотрим на варианты наград. Инфузии, безусловно, это хорошо. Инфузии можно продать за очень-очень много денег или воткнуть себе в шмот и ходить флексить. Но шанс там будет просто никчемный, мизерный, поэтому большая часть из вас, и из нас, и из меня, скорее всего, никогда даже эти инфузии не понюхает, не говоря уже о том, чтобы их вытащить из сундука. Ascended Shmod может быть в теории полезен, в основном новичкам, которые одевают своего персонажа, но есть один нюанс. Есть гораздо более выгодный и гораздо более надежный способ достать Ascended Shmod. У того же вендора, который будет стоять по соседству, можно купить конкретный кусок экипировки, которая тебе нужна. Это может быть наплечник, я не знаю, это могут быть штаны, одноручное, двуручное оружие. В общем, то, что тебе в моменте нужно, ты там можешь купить. Да, это требует какого-то вложения денег, однако ты гарантированно получаешь то, что тебе нужно, а не какой-то рандомный предмет. Тем более, если из этого сундука будут выпадать шмотки уже со статами, то это вообще катастрофа, потому что нужно будет потратиться еще и на то, чтобы их перекрафтить в Mystic Forge, для того, чтобы сделать их полезными для своего конкретного билда. Что касается прекурсоров, вот если говорить про Gift of Orin, это полезная штука, потому что это гифт, который нужен для легендарки третьего поколения, они все еще очень в цене, они все еще очень востребованы, поэтому можно скрафтить и тупо продать что-нибудь даже и получить за это денег. Но если мы говорим про прекурсоры первого поколения, первой генерации, то я не вижу вообще смысла пытаться их вытащить из этого сундука, потому что они не стоят вообще ничего. После того, как появилась возможность крафтить легендарные прекурсоры с появлением, по-моему, дополнения Heart of Thorns, это было, когда появились мастерки на эту тему, стоимость прекурсоров упала, практически в пол. Они все еще что-то стоили, но гораздо-гораздо меньше, потому что человеку больше не нужно было его хантить или покупать у кого-нибудь. Он мог его сделать. Поэтому спрос на прекурсор очень сильно упал, и цены, соответственно, упали вслед за спросом. Сейчас же, когда появился еще и Battle Pass, в котором тебе каждый сезон дают, по сути, бесплатную легендарку, конечно, не бесплатную, но тебе дают прекурсор и самый ценный гифт для этой легендарки, который очень много стоил. Стоимость прекурсоров вообще просто в нулину рухнула. Они сейчас стоят там по 30, по 40 голды, самые дорогие там 100-120. Это в контексте современного Guild Wars это вообще не деньги. То есть 30 голды реально можно заработать за 1,5 часа во фракталах, а то и быстрее. Поэтому покупать эти сундуки ради того, чтобы иметь шанс полутать инфузию, да, возможно. Но, честно говоря, я, скорее всего, не буду этим заниматься, потому что с моей удачей я буду до конца времен пытаться вытащить оттуда Infusion и все равно не достану, потому что этот сундук будет еженедельным, то есть только одна покупка в неделю. Это сколько мне надо будет недель, чтобы хотя бы попытаться. В общем, как по мне, откровенно бредовое новшество. Если бы их можно было покупать неограниченное количество, да, еще был бы какой-то смысл.
А вот в таком раскладе, честно говоря, не вижу особого резона. И последнее, о чем я хотел бы сегодня вам рассказать, это не совсем относится к рейдовой тематике, но это дополнительное, очень важное нововведение, которое появится уже буквально через неделю. Это легендарное кольцо, которое называется Бесконечное Лето. Его главная фишка в том, что их можно будет сделать сразу два в оба слота. Ну, естественно, нужно будет сделать сначала одно и потом второе. Почему это круто? Потому что для новых игроков это отличная возможность получить легендарную бижутерию, которую они до этого вряд ли могли получить или могли, но с большим трудом, потому что одно кольцо у нас залочено в World vs. World, там нужно буквально жить, чтобы его скрафтить, и второе кольцо у нас залочено за рейдами, то есть тебе нужно выполнить условия в пятом короле, чтобы собрать Hateful Swirl, потом превратить его в Coalescence, это занимает огромное количество времени и ресурсов, поэтому очень многие новички, скорее всего, не скоро бы обзавелись легендарными кольцами. Но новая система, я надеюсь, что новое кольцо будет привязано к локациям и ресурсам именно Visions of Eternity и не заставит делать что-то прям вопиюще невыполнимое для новых игроков. И то, что его крафт будет полегче, чем у Orox Manifested и у копья, которое появилось в Jantir Wilds. Ну, хотя копье еще было норм, но вот Orox Manifested в плане крафта это просто трындец. И я очень надеюсь, что кольца будут попроще. В любом случае, я сделаю полный гайд, как его скрафтить, когда оно выйдет, когда я сам пойму, что для него требуется. Разумеется, это будет не в первый же день, возможно, на второй, третий или ближе к выходным. Поэтому ждите новых анонсов, ждите новых видосов. Ну, а на сегодня у меня все. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Кто не досмотрел, тоже спасибо, хотя вы об этом и не узнаете. Спасибо отдельно за актив под последними видосами, меня это очень мотивирует. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вы еще не. Надеюсь, что дальше будет только круче, только интереснее. Я уже готовлю для вас много новых видосов, которые будут выходить, я надеюсь, что почаще. И еще заодно подписывайтесь в телегу, если не трудно. Там пока не очень много людей, но я думаю, что в ближайшем будущем сможем раскачать этот канал тоже. И буду там постить анонсы стримов, анонсы всяких прикольных видосов, ну и прочие интерактивные штуки. Все, еще раз всем спасибо, хорошего вам фарма и удачи на просторах Тирии. Всех обнял, приподнял. Муа.